Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. В очередной раз решил записать ролик о провокациях со стороны путинских спецслужб. И в последнее время, как вы уже, наверное, заметили, в России растет количество уголовных дел, которые путинская гестапо само организует, само совершает, само же раскрывает, успевая увлекать в них невиновных людей. Количество таких дел особенно выросло в последнее время, а их мишенью все чаще становятся граждане, критикующие политику властей или выступающие против войны в Украине. Эти провокации направлены на дискредитацию активистов, создание искусственных обвинений в шпионаже, терроризме и государственной измене, чтобы подавить любую оппозицию режиму. Важно знать, как защитить себя и не стать жертвой подобных действий. Рассмотрим, что такое провокация и какие методы используют для этого путинские спецслужбы, а также как избежать их ловушек. От вас, как обычно, требуется поставить лайк. Если видео вам не понравится, вы можете потом просто отозвать свой лайк или поставить дизлайк. И самое главное, подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И досмотрите это видео до конца. И да, кстати, для оперативного получения информации подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Итак, поехали. Итак, для начала давайте я попробую объяснить вам, что такое провокация со стороны силовиков в данном контексте. Провокация – это намеренное действие сотрудников ФСБ или МВД, который побуждает человека к нарушению закона. Жертва, как правило, изначально невиновна и не планирует совершать преступление, но через манипуляции, психологическое давление и обман ее толкают к совершению поступков, которые трактуются режимом Путина как преступные и противоправные. В итоге это может привести к возбуждению уголовного дела и реальному тюремному сроку. Для чего сотрудники ФСБ или МВД идут на провокацию? Здесь я вижу как минимум два мотива с их стороны. Первый – отчет перед начальством. Для сотрудников спецслужб важно демонстрировать результаты работы, особенно в форме арестов, диверсантов, террористов и шпионов. Это часто служит основанием для получения премии или повышения по службе. Иными словами, срубить очередную жирную палку, да и просто показать умение лизать задницу начальства и рвать при этом свою. Второй мотив – это создание образа борьбы с врагами государства. Спецслужбы стремятся показать, что они защищают страну от врагов, и это становится особенно важно в регионах, где реальные угрозы минимальны, а показушные задержания создают иллюзию активной работы. Силовики показывают, что не зря отрабатывают свой хлеб, ловят террористов, диверсантов и разносят в щепки пятую колонну на фоне войны. И оба этих мотива прекрасно вписываются в ту жалкую картину, которую мы имеем в России на данный момент. А именно, ни ФСБ, ни МВД не способны в настоящее время противостоять реальным угрозам. А почти все громкие задержания террористов, экстремистов и изменников Родине – это провокации и фабрикации с их стороны. В качестве примера последние теракты. Крокус, Дагестан, Ростов, Волгоград. Что-то забыл? Возможно. Это реальные теракты, которые силовики не смогли предотвратить и попросту обосрались. Перед реальными угрозами они беззащитны, как грелка перед тузиком. Но зато бороться с подростками и пенсионерами у ФСБ и МВД сил вполне хватает. Для того, чтобы провокация принесла какую-то пользу для ФСБ или МВД, необходимо, чтобы конечный результат данной операции привел как минимум к возбуждению уголовного дела или как максимум к обвинительному приговору суда в отношении жертвы ФСБ или МВД. Палочная система и необходимость каждый раз демонстрировать перед руководством свою значимость, свою незаменимость требует от таких сотрудников действовать хладнокровно и добиваться цели. Провокации могут быть разными, но есть несколько схем, которые используются наиболее часто. Схема первая – это манипуляции через общение в мессенджерах. Один из распространенных сценариев – спецслужбы выходят на связь с гражданами через Telegram или другие платформы, представляясь сотрудниками украинских спецслужб или иностранными активистами. Они могут предложить помощь в организации акций, сборе данных или других действиях, после чего это будет использовано как доказательство госизмены или терроризма. Вторая схема – фальшивые друзья или коллеги. Иногда спецслужбы подстраивают знакомство с агентами, которые постепенно втягивают жертву в противоправные действия.
Примером такой провокации является случай Валерии Зотовой, которую подруга убедила поджечь пункт сбора помощи для путинской армии, что стало основанием для ее ареста и тюремного заключения. Подруга в итоге оказалась агентом ФСБ. Валерия Зотова из Ярославля была осуждена за попытку поджога сельской администрации, став жертвой провокации ФСБ. Важную роль в этом деле сыграла ее так называемая подруга Карина Фадеева, действовавшая под псевдонимом Герань. Фадеева, представившись подругой, познакомилась с Зотовой через соцсети, где поддерживала ее антивоенные взгляды. Именно Фадеева убедила Валерию пойти на поджог и организовала поездку, но позже выяснилось, что она является агентом ФСБ. И их общение было частью оперативного эксперимента. Суть не учел то, что дело Зотовой было стопроцентной провокацией ФСБ и приговорил ее к 6 годам колонии. Третья схема – обещания и уговоры. Как в случае, например, с Александром Матхеевым. Сотрудники ФСБ могут обещать деньги или поддержку за вступление в ряды иностранных военных по благим для жертвы провокации намерениям. После согласия человека арестовывают по обвинению в госизмене. А случай с Матхеевым вообще очень циничный и мерзкий. ФСБ вели с ним переписку и склоняли к действиям, хотя парень имеет особенности умственного развития и вряд ли мог вообще осознавать, что происходит. Четвертая схема – это создание фейковых ресурсов. Спецслужбы создают поддельные телеграм-каналы, например, или веб-ресурсы, якобы принадлежащие украинским спецслужбам или оппозиционным организациям, через которые в итоге ведется сбор данных о гражданах, чтобы впоследствии использовать это как основание для возбуждения уголовного дела и обвинений. Далее важные советы, чтобы избежать провокаций в отношении себя. Итак, совет первый. Будьте осторожны в общении в мессенджерах. Если вам пишут незнакомые люди, особенно предлагающие действия против властей или сотрудничество с иностранными структурами, всегда проверяйте источники и задумайтесь о реальных мотивах этих людей. В большинстве случаев такие предложения – это ловушка. Не вступайте в разговоры с подозрительными контактами, особенно если речь идет о вопросах государственной важности. Совет второй. Избегайте подозрительных предложений, если вам предлагают совершить действия, которые могут быть расценены как противоправные, например, поджоги, участие в акциях или передача данных. Будьте бдительны. Даже если вам кажется, что инициатор таких предложений поддерживает ваши взгляды, это также может быть ловушкой. Совет третий. Опасайтесь фейковых ресурсов. Будьте осторожны при поиске информации и контактов в интернете, особенно в таких поисковых системах, как Яндекс, который может выдавать ссылки на фальшивые ресурсы, созданные российскими спецслужбами. Используйте только проверенные источники и каналы для получения информации. Если хотите найти контакты украинской стороны, ищите их на официальных государственных сайтах Украины и обязательно используйте при этом всевозможные методы шифрования трафика и замены IP. Четвертый совет. Не обсуждайте свои планы с незнакомыми людьми. Даже если собеседник вызывает у вас доверие, избегайте обсуждения тем, которые могут быть использованы против вас, особенно если это касается ваших политических взглядов или действий, связанных с протестами. И последний совет. Обратитесь за юридической помощью, если вы подозреваете, что стали объектом провокации. Обратитесь к независимым юристам или правозащитным организациям, которые помогут вам попытаться избежать обвинений и защитить свои права. В крайнем случае бегите в безопасное место. Как вы видите, как минимум 2 совета касались агентурной работы со стороны спецслужб. О том, как вычислить таких агентов, можете узнать из моего видео по ссылке в описании. Провокации со стороны ФСБ и МВД стали распространенным инструментом подавления оппозиционных настроений в России, особенно после неоправданного нападения Российской Федерации на Украину. Основные мишени – это активисты, критики власти и граждане, выступающие против войны в Украине. Для того, чтобы не стать жертвой таких действий, необходимо проявлять бдительность, не доверять подозрительным предложениям, всегда проверять источники информации и никогда не пренебрегать правилами сетевой безопасности. Помните, что защита ваших прав – это важный шаг к сохранению личной безопасности и свободы в условиях авторитарного режима. Ведите борьбу с ним любым, но в первую очередь безопасным для вас способом. Ваша ненависть к нему, ваша смелость, благие и светлые намерения еще пригодятся. Берегите их и берегите себя. У меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.